Всем привет! У нас с вами сегодня будет очень интересная тема о фразах-убийцах, которые мы даже не замечаем. Но перед тем, как начать, я хочу сделать небольшую вставочку для того, чтобы сказать, что если вы о чем-то очень-очень сильно мечтаете, то ваши мечты обязательно сбудутся. И я хочу, чтобы автор вот этого комментария, которые вы сейчас увидите на экране, связался со мной, написал мне на почту Надежда Солнечная 2021 gmail.com, либо же связался через бот Солнечного клуба, через функцию «Написать администратору», и далее уже с ним свяжется, и он получит инструкцию, как зайти и попасть в клуб. Ну а я также, пользуясь случаем, хочу вам сказать, что у меня наконец-то снова заработал сайт, причем он заработал под новым доменом Солнечная.ру. Это теперь мой официальный сайт, единственный, который официальный сайт мой есть. Он был полностью переработан, полностью перерисован, и, если честно, это нечто вообще удивительное, то, что сделал с ним человек очень хороший, моя подписчица, по совместительству волшебница по созданию просто чудеснейшей сайтовой инфраструктуры, не знаю даже, как это назвать, с интерактивными панелями, с очень красивыми вставками, переходами. В общем, посмотрите, это нечто удивительное. Также там вся информация разложена очень четко, структурирована, разложена по полочкам. Сайт весь написан просто очень удобно, как по мне. Я очень сильно рада и надеюсь, что вам тоже очень сильно понравится и лонгриды читать, и отслеживать новости, смотреть какую-то информацию на сайте обо мне, потому что так или иначе я буду собирать там очень много всего интересного и полезного. Ну а мы с вами начинаем. Итак, всем привет! С вами Надежда Солнечная. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Я являюсь человеком с незаблокированными способностями, с детства обладаю глубокой эмпатией, а также уникальным даром видения тонкого плана, который позволяет мне считывать информацию о прошлом, будущем, а также людях и событиях. В простонародье обычно это звучит под именем ясновидящая или экстрасенс, но сама я так не считаю, так как подобным даром обладают практически все люди, просто у них он заблокирован. Я же на своем канале занимаюсь тем, что помогаю вам возвращать себя, ваши способности и разбивать те блоки, что вас удерживают от обретения собственной внутренней силы. И сегодня я хотела бы с вами обсудить очень и очень такую важную тему, как информация и наше подсознание. Как наше подсознание воспринимает информацию, как она взаимодействует с информацией и как убрать самый главный блок, который нам мешает в обрабатывании информации вообще, которая у нас есть. Итак, ребята, тут недавно я услышала одну фразу, которая известна всем, абсолютно всем, каждому человеку с детства. И это фраза, которая полностью блокирует нам любую аналитику, которая только может присутствовать у человека, наверное, чуть ли не полностью, если мы эту фразу принимаем. Я бы даже назвала эту фразу убийцей интеллекта, убийцей вообще какой-либо ментальной активности и деятельности в плане того, как ваш ребенок, да и вы сами, впитывая эту фразу в себя, принимая ее в себе как установку, которую транслирует вам этот мир, позже не сможете очень хорошо взаимодействовать с той информацией, которая поступает к вам из окружающей действительности. Итак, что же это за волшебная такая фраза? И, наверное, для многих она будет реально шоком. Итак, вашему вниманию представляется всем известная фраза «Когда я ем, я глух и нем». И, наверное, многие сейчас посмеются и подумают: блин, ну ты вообще сказанула, конечно, это же такая безобидная с виду фраза, с виду.
Но вы, конечно, подумайте, что она безобидная и она очень полезная фраза. И что в действительности нам необходимо есть молча, потому что мы можем подавиться, потому что может что-то там произойти. И вообще есть молча — это очень-очень хорошо и продуктивно. Потому что нам это говорили в садике, нам это говорили дома мама с папой, когда мы сидели за столом, что-то там ели, спрашивали и так далее. Нам говорили: ты давай не языком чеши, да, а еду ешь, ложкой работай, рот закрой, ешь суп. И в чем же я вижу эту фразу буквально убийцей интеллекта? А все дело в том, ребята мои хорошие, что для нашего подсознания с вами слово «еда» и «информация» — это два слова со знаком «равно». Как бы вы сейчас не думали, да как это вообще связано, но эта связь самая, что ни на есть прямая. И отследить вы ее можете по своим снам. Как раз-таки по своим снам вы можете увидеть, как ваше подсознание именно в виде еды воспринимает какую-либо информацию, которую вы берете извне. Например, когда вам снится, что какой-то человек пытается вас чем-то накормить. Допустим, у вас идет конфликт с кем-то, или какой-то человек что-то пытается сделать, и вы видите, что он вас пытается накормить какой-то испорченной тухлой рыбой, или там засохшими кренделями или чем-то подобным, и вы начинаете понимать во сне, что вас пытаются обмануть или что-то вам подпихнуть, или кто вообще решил, что вы это будете есть и прочее. На самом деле ваше подсознание так далеко не булочки показывает вам, но вам показывает информацию, которую вам пытаются дать извне. Потому что наш организм на уровне нашего подсознания, он действует по единому принципу. Я — это маленькая вселенная. Я — это огромная совокупность клеток в организме, которые нуждаются в питании. Я — это огромная вселенная, которая существует внутри нашего организма. Наш организм взаимодействует с внешним миром при помощи как раз-таки единственного механизма — это разум. Разум — это мы с вами. И именно разум, именно наше сознание является неким добытчиком, который добывает возможность пропитания для вот этой клеточки, каждой клеточки нашего организма, для единой вселенной, которая является совокупностью. То есть, грубо говоря, есть множество маленьких клеточек, которые сидят и ждут, когда разум в лице нас, то есть больше, да, нечто большее, больше высший разум накормит их, который принесет им способ существованию, который даст им энергию для дальнейшего существования. Ну а эта энергия заключается в чем? В том, что мы потребляем пищу, которая впоследствии нашим организмом перерабатывается в эту самую энергию. И все, что мы делаем вовне, наш организм, так как он сам вовне, условно, он не живет, и клеточки нашей печени, сердца, мышц и так далее, да, они вовне не живут, они живут внутри, то они заинтересованы именно в том, чтобы получать питание извне. И все, что приходит извне внутрь, то есть к мозгу, да, к тому же самому, к нашему подсознанию, это способы выживания и получения питания из внешней среды, не больше и не меньше. В том числе любая информация, которую мы получаем извне, является едой, которая способна нам принести эту еду. То есть это что-то, что мы поглощаем вовнутрь. То есть все, что мы берем от жизни, все, что мы берем извне вовнутрь, это все пища для нашего организма, это пища для нашего мозга, да, как нам говорят, знания, это пища для нашего мозга. И это не просто слова, потому что это действительно так, это еда, которым питается наш мозг в прямом смысле того слова. Это то, что приходит к нему для того, чтобы он смог сделать себя, эту свою внутреннюю вселенную, да, создать себя, чтобы эта вселенная смогла создать себя более уникальной, более продуктивной и более хорошей для расширения, да, себя. Это мы сейчас не о ожирении говорим, мы говорим о росте и развитии. Более лучше, более качественнее могла существовать, жить, быть более здоровой и прочее, и получать качественное и здоровое питание. И в этом, ребята, когда вы говорите своему ребенку или себе, что
когда я ем, я глух и нем, вы должны понимать, что в этот момент ваше подсознание, оно воспринимает не только еду на вашей тарелке, где вы поели суп, а после вы можете болтать. Нет. В этот момент ваше подсознание воспринимает нечто большее под этими словами, чем просто молчание и немое поедание супа. И глухое при этом. Оно подразумевает и то, что когда какая-то информация, которую нам дают, допустим, учителя в школе или в институте, или где нас пытаются чему-то научить на работе или еще что-то, это информация, которую мы должны съесть, условно, эту пищу переварить, да, или как-то сделать, мы ее должны есть глухими и немыми. То есть та информация, условно, которую нам дают, мы должны тупо ее принимать. Знаешь, ешь, что дают, и это в информации, и все. Нет выбора, нет диалога, нет споров о том, что нужна мне эта информация или нет. Я глух к самому себе, я глух к окружающему миру, я глух, слеп и с закрытым ртом ем все, что мне дают. То есть поглощаю любую информацию, не подвергая ее какому-либо анализу, критике, вообще дискуссии, еще чему-то. Более того, я даже не могу ее обработать, потому что я должен быть глух в этот момент. То есть эта информация даже не может достигнуть моего уха, а значит, она не может достигнуть моего разума, а значит, она не может усвоиться нормально, так, как она должна усвоиться. Более того, здесь еще есть и второй момент, это социальные связи. Человек — это все-таки социальная личность, это такое, давайте скажем, я не знаю, животное не сказать, но это такое существо, которое все-таки живет в социуме. Мы социальные, и мы, когда делимся пищей, для нашего подсознания это сродни того, что я тебе даю частичку себя, потому что наши дети даже воспринимают маленькие, когда тащат вам печеньку, это значит, я даю тебе часть себя, я себя тебе сейчас дарю. И то же самое, когда мы делим еду, делим пищу за столом с другими людьми, допустим, семейные обеды какие-то, да, совместное употребление пищи, общение во время этого, это очень сильно важно. Почему? Потому что именно в такие моменты мы можем стать максимально близки друг к другу. Именно в такие моменты, когда мы вместе кушаем, что-то обсуждаем, какие-то дела, как у кого там в школе дела, на работе и так далее. Вот эти семейные ужины, обеды и так далее, завтраки, они очень важны для нас. Вы даже не замечаете и даже не можете представить, насколько они могут сплотить вашу семью и сделать вас максимально близкими друг к другу. Потому что, знаете, самый большой парадокс в этом во всем: каждый из нас обожает праздники, каждый из нас обожает Новый год, каждый из нас обожает вот эти вот типа 8 марта и все. Ну, я знаю, что большинство людей, конечно, которые смотрят мой канал и проходили курс по отключению подключки, и босс, и как бы смотрели другие мои видео, также ребята в солнечном клубе, которые видят все, что происходит вот в этом мире без прикрас. Вы знаете о том, что эти праздники, конечно, это очень большие такие матричные шестеренки. Но сейчас я говорю немножко не об этом. Я говорю сам факт того, почему же мы так сильно их любим. Так вот, что же эти праздники выделяют на фоне обычных дней? Как вы думаете, что именно в этих праздниках заставляет нас их так сильно любить или так сильно ностальгировать по ним и еще прочее? Причем как в странах СНГ, так и в других странах. Что это? Это совместная трапеза, это то, когда мы собираемся там за новогодним столом или за праздничным столом любым, да, там много разнообразной еды, там много родственников собирается, друзей, знакомых, мы все садимся, кушаем, там, пьем, ну, без алкоголя даже кто-то, вы получаете огромную радость, мы общаемся, слушаем музыку, да, о чем-то разговариваем, вспоминаем, как у нас были дела, вот эти вот праздничные застолья, там, свадьбы и прочее, все, что проходит, все проходит за большими праздничными столами, где люди не сидят молча и не едят, понимаете?
И они, знаете, не как там условно на похоронах, да, какая-нибудь свадьба проходит, а мы такие сидим, когда я ем, я глух и нем. Вот теперь представьте себе свадьбу, где все сидят глухо, немые такие люди и едят. Какой вот у вас сразу антураж в этой свадьбе, да, кого-то хороним, наверное, вот невесту с женихом хороним в таком гробовом молчании, да, и вот эти моменты максимально сближают, потому что момент, когда мы вместе едим, мы вместе делим эту еду, в этот момент наше подсознание считает этих людей частью себя, оно считает их максимально близкими. Это как соседняя вселенная, с которой я поделился частичкой себя. И также человек, с которым вы сидите за столом, он тоже вместе, потребляя пищу, чувствует вот это единение с вами. И именно во время еды, как бы это парадоксально ни звучало, рождаются самые чистые, самые лучшие диалоги. Именно во время еды, когда два человека разговаривают, они найдут общий язык, они поймут наконец-то друг друга, они смогут вот почувствовать вот это вот единение и родство между собой, они смогут понять друг друга. Это, конечно, очень важно, не зря, я вам скажу, наверное, вы видели, и в фильмах видели, и везде, что большинство бизнес-сделок каких-то, да, наверное, не большинство, но очень много в бизнесе проходит за столом, именно каких-то встреч между такими большими людьми, именно каких-то обсуждений и прочего, решения каких-то задач и проблем. Это все, конечно же, идет не просто так. Вот такой вот хороший и классный лайфхак, который я сегодня хочу вам дать. Если вы хотите наладить отношения со своими близкими, если вы хотите с ними наконец-то быть на одной волне и наладить отношения со своими людьми, близкими, со своими детьми, со своими друзьями и прочим, вот вам рабочий, очень классный лайфхак для этого. Просто нужно, наконец, перестать быть глухонемыми. И, ребята, просто вот посмотрите то, что вам закладывают. Когда ты потребляешь информацию, ты должен быть глухонемой. Вы с рабочими ушами и с нормальными голосовыми связками должны быть глухонемыми. Ваше подсознание воспринимает все в прямом смысле того слова. Для него нет да или нет, или может быть, или еще что-то. Оно это воспринимает как прямое правило к действию. И именно это правило, которое вас заставили принять, вы должны расторгнуть и сломать. Потому что пока вы его не сломаете, пока вы будете принимать это правило, вы так и останетесь глухо, слепонемыми, вот, которые едят все, что вам дают молча. А после этого мы говорим, а почему вот мы, значит, терпим все, что вот нам делают, да, почему мы терпим то, что там нас обижают, почему мы терпим там все удары судьбы молча и не можем дать отпора обидчикам, почему мы вот еще что-то делаем, да потому что ты должен сидеть молча, глухо, слепонемым и терпеть все, что с тобой происходит, и есть этот гребаный суп. Ну, а я на сегодня заканчиваю. Вам такая вот пища для размышлений, ребята. И я хочу, чтобы вы ее выслушали с открытыми ушами, были не глухими, а слышащими, а также говорящими, и очень сильно говорящими, и можете даже в комментариях поговорить. И это, кстати, будет очень хорошим действенным способом, одним из тех, что я давала вам в ролике про действенные практики, когда мы прямым действием даем сигнал подсознанию тому, что вот, смотри, так можно. То есть, когда ты ешь какую-то информацию, да, ты можешь говорить. Говорите, не молчите, значит, когда вы эту информацию потребляете, когда вы ее кушаете. Таким образом вы скажете и дадите своему подсознанию сигнал к действию. Ну, а у меня на этом все. Я вас всех люблю, обнимаю. Разбивайте блоки и будьте свободными. А я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства.
чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.